Приветствую, дорогие зрители! У нас сегодня третий день соревнований в Клуж-Напоке, Румыния. Самые лучшие команды мира сражаются друг против друга в игру Counter-Strike Global Offensive. Собственно, хотел бы поговорить с вами о том, что мы видели вчера, что было уже сегодня и что будет сегодня вечером. Вчера, в принципе, был напряженный, очень крутой день. Однако жалко, что команда любимого цвета проиграла, но проигрыш был заслуженный, достойный. В принципе, старались, но Counter-Strike игра для лучших. И вчера лучшие были как раз-таки французы из команды EnVyUs. На этом как бы первый день, точнее второй день закончился, потому что первый был без зрителей совсем. Ну а сегодня уже между собой играли парни из команды mousesports и G2. В итоге mousesports отдали победу на карте Демираж. И причем вы все прекрасно, наверное, видели, как же здорово играли Мауза, но под конец почему-то они взяли и проиграли. А мне кажется, что на карте Демираж, по сути, они отдали весь матч в целом, потому что без Миража мне, опять же, кажется, не взять Best of 3 серию. Ну а вечером, естественно, мы ждем теперь матч команды Na'Vi. Они будут играть против команды Counter Logic Gaming из Соединенных Штатов. Best of 3 серия. Когда-то давно они уже играли с ними, причем на этом турнире тоже играли одну карту и одолели соперника. Но, возможно, кстати, вчерашнее поражение, оно и к лучшему. Дело в том, что мне кажется, что Na'Vi выходят на команду Luminosity Gaming из Бразилии. Насколько вы знаете, кстати, я не сказал об этом, Luminosity обыграли команду Fnatic. И это было, пожалуй, главной сенсацией прошлого игрового дня. 16-13 шведы в очень серьезной борьбе проиграли бразильцам. Кстати, когда я играл еще в Counter-Strike 1.6, Бразилия в где-то 2007, может быть, 2008 году была чуть ли не единственной страной, которая могла как раз-таки остановить уже тогда разбушевавшихся шведов. Поэтому и сейчас очень приятно было наблюдать, как команда «Темная лошадка», команда, которую никто практически никогда не воспринимает всерьез. Все говорят: «Ах, бразильцы!» Но эти бразильцы сумели справиться. Они обыграли легендарную команду Fnatic. И я даже не представляю, что там было у нас на ставках. Дело в том, что коэффициенты, скорее всего, на бразильцев как раз-таки зашкаливали. И кто-то, поставив там 4 ножа, например, озолотился. Просто золотился. И это здорово, с одной стороны, но плохо, что огромное количество людей все-таки проиграли. В итоге, из-за этого Na'Vi, если обыграют, судя по всему, команду из Соединенных Штатов Америки, попадут на бразильцев. И знаете ли, как по мне, это огромный плюс, мне кажется, для команды рожденных побеждать. Дело в том, что психологически, когда ты играешь против бразильцев, ты понимаешь, что вроде как они обыграли Fnatic, да, они сильные, но это бразильцы, это команда, которая не может тренироваться очень хорошо у себя на родине из-за того, что страна огромная, интернет, естественно, какой бы хороший ни был, все равно пинг очень сильно решает из-за расстояний между городами. Ну и приходится ребятам очень часто тренироваться в Европе. В итоге, как говорят на английском, lack of practice process, то есть отсутствие тренировок, приводит к тому, что бразильцы порой показывают не самую стабильную игру. Ну и Na'Vi, я уверен, будет значительно легче играть с теми же бразильцами, чем, естественно, с Tier-1 командой. Сейчас у меня за спиной, насколько вы видите, идет как раз-таки вторая карта противостояния mousesports против команды G2 Esports. Но, как я уже говорил ранее, шансов, скорее всего, у команды mousesports уже нету. С другой стороны, они в любом случае показали уже неплохой результат. Да, скорее всего, не выйдут из группы, но обыграли тех самых Flipside, например. Команду, которая наверняка у букмекеров ценилась немножко лучше. Ну, не факт, конечно, потому что я не особо отслеживаю. Но мне кажется, что в нашем комьюнити больше людей, конечно же, да, с той точки, что болели, наверное, за Flipside, но с другой стороны, наверняка думали, что Flipside сильнее, чем mousesports, и mousesports доказали всему миру обратное. Это хорошая команда. Кстати, хотелось бы отметить старину GoBabi, который еще в мое время играл в Counter-Strike 1.6, и сейчас он находится по центру, он, судя по всему, руководит игровым процессом команды mousesports, и более-менее у ребят все неплохо. Но обидно, проиграли карту Мираж, теперь, скорее всего, играют на карте, самой сильной карте. Команда Kingwin — это The Inferno, ну и наверняка эту карту они проиграют. Ну а мы
Будем сегодня спускаться дальше и снимать для вас интересные видео-интервьюшки с разными командами. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал Na'Vi, заходите на сайт na'vi.gg и ставьте пальчики вверх.